Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, мастеров, мастериц из разных стран, разных континентов. Спасибо большое за ваши комментарии, за ваши пожелания. Я сегодня к вам с ниточками. С ними мы уже работали. На канале есть узорчики с такими ниточками, но и с новым узорчиком. Как всегда, напоминаю вам, что вы берете пряжу любую, какая у вас есть. Все узорчики универсальные. Пробуйте, вяжите из любой пряжи, не только из такой, которую показываю я. Самое главное, правильно подобрать крючок. Ну, а я все-таки расскажу о ниточках, с которыми сегодня работаю. Называются они, смотрите, Визель Rainbow Angora. Вот такие вот интересные секционного окрашивания ниточки. Смотрите, кому понравится цвет 0,2. Идем дальше. В мотке в 100 граммах 550 метров. По составу это 15% мохер, 10% альпака, 15% мериносовая шерсть и 60% акрил. И нам советуют производители, смотрите, они нам советуют брать крючок спицы от 5 до 6. Видите? Но я такую пряжу уже вязала крючком номер 3 под мои узорчики, под мою плотность вязания. В принципе, меня все устраивает. Поэтому я беру крючок номер 3. Вы точно так же берете, изучаете свою пряжу, подбираете правильный крючок согласно рекомендациям вашей плотности вязания, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 12 петелек. Я наберу 3 раппорта. Это получается 36 воздушных петелек. И еще дополнительно наберу 4 петельки, чтобы узорчик красиво, ровно закончился. Ну, вы увидите. Итого я набираю 40 воздушных петелек, а вы набираете, сколько вам будет удобно. Итак, все как всегда. Вначале у нас идет петелька фиксации. И при наборе петелек мы эту петельку не считаем. Теперь я набираю 40 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 и 40. Вот, это мой будущий образец. Далее, смотрите, делаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Теперь внимательно отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку мы аккуратненько вот так вот ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2 и 2. Столбик с накидом. Поняли, да? Накид. В следующую петельку цепочки аккуратненько нырнули, вытянули ниточку и провязали точно такой же столбик с накидом. И мы должны будем с вами пройтись по всей цепочке и в каждую петельку ныряем и провязываем столбик с накидом. Сами себя контролируем. Количество по итогу столбиков должно быть ровно столько, сколько у вас петелек в цепочке. Не торопясь, со своей скоростью, аккуратненько набираете столбики. Первый ряд провязывается всегда медленно, вне зависимости, новичок вы или опытный мастер. Да? Опытные мастера, напишите в комментариях, поддержите новичков. И вот так вот шагаем и провязываем до конца ряда. Угу. И не забывайте, что первые вот эти вот петельки подъема 3, да, это имитация столбика с накидом. Считаем за столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 столбиков я уже провязала. Давайте самостоятельно до конца ряда. И в конце ряда я вас встречу. Договорились? Несложно. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот наши столбики готовы. Все ровненько, аккуратненько. Дальше, смотрите, приступаем к узорчику. Итак, 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Накид. В следующий столбик верхушку ныряем и провязываем столбик с накидом. Есть. Накид. В следующий столбик нырнули и провязали точно так же столбик с накидом. Есть. И еще один столбик. Смотрите, получается, мы с вами провязали 3 столбика с накидом и 3 петельки подъема. Так? То есть итого получается, это имитация столбика. То есть у нас здесь по итогу 4 столбика с накидом. Понятно? Дальше смотрим. Воздушная петелька.
И здесь мы пропускаем столбик. В следующий столбик делаем накид и провязываем столбик с накидом. У нас формируется такое маленькое как бы окошечко, видите, да? Накид. В следующий столбик точно так же столбик с накидом. Теперь смотрите внимательно. Делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Накид. А в столбиках пропускаем 2 столбика. 1, 2. И вот в этот столбик, следующий, в третий, провязываем столбик с накидом. У нас здесь формировалось такое большое окошко, да? Маленькое, большое. Дальше столбик с накидом 1 провязали. Следующий столбик с накидом. Итого 2 столбика, видите? Дальше воздушная петелька. Пропускаем 1 столбик и со следующего столбика провязываем 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. То есть, смотрите, эти те самые 4 столбика, с которых мы начинали наш ряд, видите? То есть дальше идет повторение. Опять воздушная петелька и пропускаем столбик. Следующие 2 столбика провязываем столбиками с накидом. 1 столбик с накидом и в следующие 2 столбик с накидом. После маленького окошечка делаем большое окошко. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Накид. Пропускаем 2 столбика. 1, 2. И с третьего точно так же провязываем опять 2 столбика с накидом. 1, 2. Угу. Видите? Дальше будет опять маленькое окошко. Сделали 1 воздушную петельку и здесь пропустили столбик. И опять провязываем 4 столбика с накидом. Поняли, да? И вот так вот вы шагаете до конца ряда на всю длину вашего образца и провязываете раппорт узорчика, повторяйте нужное количество вам раз. Все, не сложно? Не сложно. Смотрите, 4 столбика, маленькое окошко, большое окошко, маленькое. Поняли? 4 столбика, маленькое, большое, маленькое. 4 столбика и так далее, и так далее. Давайте самостоятельно до конца ряда, и в конце ряда я вас встречу. Угу. Давайте. Так, смотрите, вот наши окошечки готовы, маленькие, большие. Начали мы 4 столбика с накидом, видите? И закончили 4 столбика с накидом. Идем дальше. Опять 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И вот эти наши столбики, да, вот они, 1, 2, 3. Провязываем столбиками с накидом. Здесь несложно. Итак, 1 столбик с накидом. Следующий столбик 2 столбик с накидом. И следующий столбик 3 столбик с накидом. Получается вместе с 3 петельками подъема, да, вот 3 петельки подъема, все это вместе 4 столбика с накидом получается. Мы начинать будем ими каждый ряд и заканчивать ими будем каждый ряд. Понятно, да? Дальше смотрите внимательно. Мы делаем воздушную петельку, 2 накида. И теперь смотрите, мы опускаемся вот к этим 2 столбикам, которые мы с вами пропускали в предыдущем ряду. Смотрите, опустились вот до столбика, до самого первого, беремся за его верхушку, таким вот образом аккуратненько, и вытягиваем ниточку. Теперь провязываем по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Получается столбик с 2 накидами. 2 накида. Опять возвращаемся к этому же столбику и опять за верхушечку беремся, вытягиваем ниточку и точно так же провязываем 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Вот у нас 2 столбика с 2 накидами. Теперь смотрите, накид. Вот арочка, которую мы провязывали с 3 воздушных петелек. Мы в эту арочку будем провязывать, смотрите, вначале 2 столбика с накидом, с одним накидом, обычные столбики. И второй столбик с накидом. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Возвращаемся в эту же арочку и провязываем еще 2 столбика с накидом. 1, 2. Ну, такой вот интересный веерочек, да, формируется. Угу. Далее, точно так же будем провязывать, как и в самом начале, 2 столбика с 2 накидами. Возвращаемся вот ко второму столбику, поняли, на ряд ниже. Вот, вернулись к нему, опустились, захватили верхушку и провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2. 2 накида. Опять сюда же, вернулись. И второй столбик с 2 накидами. То есть, если вот так вот посмотреть, у нас получается объемный вот такой веерочек. Начинается и заканчивается он
получается, столбиками с 2 накидами, а посередке 2 столбика с одним накидом, 2 столбика с одним накидом, между ними арочка из 3 воздушных петель. Воздушная петелька. Перепрыгиваем вот к этим нашим 4 столбикам и провязываем столбики с накидом. То есть над столбиками четко будут столбики. Раз, в следующий столбик 2, в следующий столбик 3 и в следующий столбик 4. Поняли? А дальше 5 повторений. Вот наши 4 столбика, мы с них начали наш ряд. Понятно? Давайте еще раз покажу. После 4 столбиков мы с вами делаем воздушную петельку, 2 накида, вот наша большая арочка, а мы опускаемся к 2 столбикам, которые под арочкой. Вначале берем за верхушку первый столбик и провязываем столбик с 2 накидами, 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Опять 2 накида, возвращаемся сюда же к этому же столбику, беремся за верхушку и провязываем еще один столбик с 2 накидами. Дальше мы беремся за арочку, да, за большую арочку, в нее провязываем 2 столбика с одним накидом, раз, и сюда же 2. Потом у нас идут 3 воздушные петельки, раз, 2, 3. Опять возвращаемся сюда же в арочку и провязываем 2 столбика с накидом. Раз столбик с накидом и 2 столбик с накидом. С ниточку распутаю. Так, смотрите, продолжаем вязать наш веерочек. После обычных столбиков мы делаем 2 накида и возвращаемся вот под арочку к столбику на ряд ниже. Захватываем так вот верхушку и провязываем столбик с 2 накидами. 2, 2, 2, 2 накида. И опять возвращаемся к этому же столбику и провязываем еще один столбик с 2 накидами. 2, 2, 2. Все. Поняли, да? Вот наш объемный еще один веерочек. Воздушная петелька и опять переключаемся вот на 4 столбика и точно так же будем провязывать над столбиком столбики. Все, не сложно? Я думаю, что не сложно. Все, до конца самостоятельно провязывайте, в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали наши объемные веерочки, и мы заканчиваем ряд точно так же, как и начинаем. 4 столбика с накидом, да, видите, уже цвет ниточки чуть-чуть начинает меняться. Далее 3 петельки подъема, 1, 2, 3, поворот, как и договаривались, начинаем и заканчиваем мы 4 столбиками с накидом, да. То есть первые 3 петельки подъема и дальше 3 столбика с накидом, 1, следующий столбик 2, и в следующий столбик 3. Вот наши 4 столбика. Дальше смотрите, воздушная петелька, 2 накида. И смотрите внимательно, вот наша арочка, так, а мы спускаемся на арочку ниже. Вот, поняли? Берем вот так вот за арочку и вытягиваем ниточку, провязываем столбик с 2 накидами. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки, 2 накида. Опять в эту арочку вернулись и провязываем еще столбик с 2 накидами. Есть. А теперь мы возвращаемся в арочку, самую верхнюю. Вот она, из 3 воздушных петель. И сюда провязываем 2 столбика с накидом. 1, сюда же 2, 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Опять в эту же арочку 2 столбика с накидом. 1, 2. И заканчиваем наш объемный веерочек вот точно такими же столбиками с 2 накидами вот за эту нижнюю арочку. 1, 2, вот опустились на ряд ниже, арочку захватили и провязываем в центр этой арочки, получается 2 столбика с 2 накидами. 2 накида и опять сюда же и провязываем столбик с 2 накидами. Так, вот видите? У нас сформировался опять объемный веерочек, как в предыдущем ряду. И если внимательно заметите, то мы повторяем этот ряд. Поняли? То есть у нас получается предыдущий ряд мы повторяем опять. Воздушная петелька, вот наши 4 столбика, и мы опять провязываем 4 столбика с накидом. То есть получается наш раппорт узорчика всего лишь только один ряд. Поняли? То есть дальше вы будете повторять все то же самое.
ну, нам необходимый, получается, размер вашего образца, либо уже изделия. Поняли? То есть точно так же получается, если здесь вы соединялись со столбиком, то здесь просто-напросто с арочкой. Угу. Самостоятельно до конца ряда сможете? Я уверена, что сможете. Давайте до конца ряда, и в конце ряда я вас встречу. Договорились? Посмотрим, что получится. Давайте. Так, смотрите, вот наши объемные веерочки потихонечку начинают так красота вырисовываться, да. И я закончила ряд 4 столбиками и уже решила в следующий ряд, да, чтобы вас не отвлекать, набрала уже 4 столбика с накидом. И смотрите, мы сейчас будем повторять все то же самое. То есть опять после 4 столбиков делаем одну воздушную петельку, 2 накида, вот наша большая арочка, мы опускаемся к нижней арочке, да, именно в центр, то есть мы вот эти столбики, так скажем, пододвигаем, вот, в центр нырнули и провязываем 2 столбика с 2 накидами, 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки, 2 накида и опять сюда же 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки, вот наши 2 столбика с 2 накидами. Теперь накид, вот арочка. В арочку нырнули и провязываем 2 столбика с одним накидом. Раз. И сюда же 2. 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. Опять возвращаемся сюда же 2 столбика с накидом. Раз, 2. 2 накида. Опускаемся на ряд ниже. Вот в предыдущую арочку. Беремся вот именно за центр. И провязываем 2 столбика с 2 накидами. Угу. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки, 2 накида и опять сюда же нырнули и провязываем 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Вот наш объемный веерочек. После объемного веерочка мы опять делаем воздушную петельку и переключаемся вот на 4 наши столбика с накидом. Все, каждый ряд будет у вас повторяться. Провязывайте столбики и вот такие вот объемные веерочки, столбики, объемные веерочки. Угу. Все, давайте увеличим наш образец на несколько рядочков. Я надеюсь, что все понятно. Я, в свою очередь, буду смотреть, как будет цвет ниточки меняться. Видите, он будет все у меня светлее, светлее, светлее. И встречаемся через несколько рядочков. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите. Вот я провязала несколько рядочков. Как вам? Вот такие вот объемные рядочки получаются, да? А между ними обычные столбики. И всего лишь только один ряд, да? Выбирайте нужную вам сторону, какая вам нравится больше, такая у вас будет лицевой, потому что и правая, и левая сторона, да, лицевая, изнаночная, одинаковые. Вот такие интересные объемные элементы, получается, вертикальные. То есть это может быть у вас, помимо того, что, ну, в первую очередь, палантин, да, смотрите, кофточки, кардиганчики, получается, вертикальный узорчик. Не обязательно должен быть секционного окрашивания, да, то есть может быть обычная ниточка. Вы можете использовать и меланжевую ниточку, и можете разные рядочки разными цветами, то есть на ваше усмотрение. В моем случае, смотрите, как получается, от темненького идет к светленькому. Видите, моточек все светлеет, светлеет, а потом обратно будет переходить к темному. То есть на ваше усмотрение берете любую ниточку. Это может быть летняя ниточка, будут интересные юбочки, интересные будут и кофточки, интересные будут топики, маечки. Берете демисезонную ниточку, шарфики, палантины. Точно так же кофточки, кардиганчики будут удлинять силуэт, да? Вот, красота. Что, давайте замерим красоту. Итак, я, получается, набирала сегодня аж 40 воздушных петелек. Если, допустим, моя пряжа, мой крючок, моя плотность вязания, да, то у меня получается, так, ну вот, 19 сантиметров с хвостиком. А тут, получается, первый ряд у нас был наборный, дальше вот по столбикам считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11. 11 рядочков. И замерим по самой высокой точке, да, вот так вот. У нас получается вот 10, ну, 10 и 6, 10 и 7 сантиметров. То есть, в принципе, вяжется несложно. Да, не так быстро, может быть, как хотелось, да, за счет того, что объем вы создаете. Вот, вот так вот в моем случае тянется из моих ниточек. Вот так вот тянется, очень хорошо тянется. Вы пробуйте из своих ниточек, да, будет тянуться больше, будет тянуться меньше. Пробуйте, экспериментируйте. Если кто вязал, что интересно данным узорчиком, рассказывайте. А если что не вязали, то подбрасывайте идейки в комментариях. Как вам сегодняшнее видео? Я надеюсь, что понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новинки. Да, вам будут приходить уведомления.
Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях, сохраняйте себе в плейлисты. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.